Привет всем! Приглашаю вас к себе в гости. Хочу с вами сегодня поделиться небольшими новогодними фрагментами. Кое-что купила для новогоднего декора. Кстати, он совсем скоро будет. Ну и, конечно же, новая организация хранения в ванной комнате и небольшая уборка. Покажу новые детские щеточки для чистки зубов. Расхламлю свои ящики, расставлю там все практично и аккуратно, заряжу вас крутой мотивацией на уборку, на порядок, на расхламление, на организацию и в целом на уют в вашем доме, на атмосферу теплых вечеров. А также небольшая будет уборка в прихожей, а еще я вам покажу очень интересный способ, как быстро сложить брюки. Ну и в целом я надеюсь, что вы возьмете для себя что-то полезное, отдохнете со мной, поэтому усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Начну с ванной комнаты. Не терпится мне поделиться с вами новой организацией хранения, какими-то идеями, ну и заодно порядком в целом. Поскольку я уже решила сегодня основательно разбирать ящики, то заодно почищу сантехнику. Тоже будет мотивация на уборку. Итак, показываю вам картинку до. Здесь у нас располагаются зубные щетки, в общем-то гигиенические предметы. Второй ящик полностью мой, здесь вся моя уходовая косметика. Нижний ящик, он общий, но по большей части мои предметы. Ну что, начинаю с того, что расхламляю поверхность. Я сегодня также буду обрабатывать все то, что стоит на столешнице, мойку, зеркало, прилегающую территорию, фартук возле мойки. I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. Ну а теперь перехожу к ящикам. Конкретно в этом еще раз у нас располагаются зубные щетки в индивидуальных лотках. Вот, к сожалению, не получилось 4 лотка купить, только 3, поэтому один лоточек приспособили. Удобным оказалось такое хранение и расположение щеточек именно в лотке и именно в ящике. Кстати, обратите внимание на щеточки, это Oral-B. Вы, наверное, уже не раз их видели в моих роликах, когда я наводила порядок. Им уже несколько лет, они у нас очень давно, и мы ими довольны. Единственное, надо следить за тем, чтобы своевременно менять насадки, так как помимо обычной гигиены щеточек, промывания, обработки, сами насадки надо менять. Моя щеточка отличается от щеточки мужа. Мне кажется, что в моей больше разных опций, она поинтересней. Тем не менее, Миша доволен своей, я своей. Мы меняем еще раз только насадки. А вот деткам нравится что-то новое. Поэтому сегодня я обновляю им полностью зубные щетки. А вот и новые щеточки с любимыми героями Диснея. Они обе красные, однако у них есть персонализация в виде наклеек. Чуть дальше я вам это покажу. Как я уже говорила, пользуемся этими щеточками всей семьей уже несколько лет. Они безопасны, очень хорошо убирают налет и препятствуют образованию зубных камней. Пользоваться ими одно удовольствие. Кстати, мой стоматолог постоянно напоминает о чистке именно такой щеткой. Модель Oral-B Kids с круглой насадкой чистит лучше обычной щетки. Есть два режима чистки: ежедневная чистка и для чувствительных зубов. Эти щеточки с волшебным 2-минутным таймером, благодаря чему чистить зубы веселее. Таймер сообщает каждые 30 секунд о необходимости сменить зону чистки зубов. А с приложением Magic Timer дети чистят зубы дольше, что вырабатывает правильные привычки по уходу за полостью. Приятный бонус – это 4 наклейки в комплекте на ручку для персонализации дизайна в соответствии с предпочтениями ребенка. Одно наблюдение. Дети привыкают к вибрации щетки и не боятся потом зубного врача. Из своего опыта рекомендую правильно ухаживать за зубами. Это лучше, чем тратить уйму денег и времени на лечение у стоматолога. Моя задача – перебрать ящики, обработать их от каких-то волосков, пыли, грязи, ссора,
обработать лотки для хранения зубных щеток, наши щеточки обработать, деткам поменять. И, в общем-то, так с каждым ящиком обрабатываю, расхламляю и организовываю новое хранение. Вот что касается верхнего ящика, я здесь все оставляю как есть, потому что очень удобно. А вот 2 нижних ящика, там уже завал. Поэтому сегодня особое внимание я буду уделять 2 нижним ящикам. Я делаю сегодня все параллельно. И организацию хранения, и уборку в ванной. В первом ящике я уже навела порядок, немного расхламила поверхность, и теперь мне удобно заняться раковиной, столешницей, зеркалом, в общем-то именно этой зоной. Протру сразу фасады ящиков, краны. И эта часть у меня уже будет сделана. Вообще, я думала, что дальше сразу продолжу наводить порядки в ящиках, но мне показалось уже удобнее убрать сначала всю ванну, почистить, а потом спокойно доделать ящики. Раковина со столешницей и зеркалом у меня уже готовы. Перехожу к унитазу. Здесь все просто. Заливаю средство отбеливающее и обрабатываю поверхность самого унитаза. В самом конце я делаю такой укольчик, средство, которое придает и аромат, и легкую дезинфекцию, как легкое такое очищающее свойство. Унитаз и прилегающая к нему территория готовы, иду чистить ванну. В общем-то, ванну не так давно чистила, единственное, вот сегодня тут накрошили, потому что там муж что-то такое промывал, какие-то проводочки, поэтому сильно я здесь не усердствую, очень быстренько нанесла средство, все легко отошло, сполоснула, протерла опять-таки краны, все блестит, ванна белоснежная. Кстати, очень хочется в нее залезть, погрузиться с пеной, с какой-нибудь бомбочкой и наслаждаться вот этим порядком. Ну и обязательно на фоне свечи поставить. Короче говоря, ванную комнату я привела в порядок, она чистенькая. И теперь я, знаете, с особым удовольствием приступаю к расхламлению ящиков. Вот он, мой самый запущенный ящик. Я, естественно, сейчас все продукты пересматриваю, сроки хранения, то, чем пользуюсь, то, чем не пользуюсь. Конечно же, обрабатываю ящик от пыли, волосков, какого-то ссора. И, смотрите, все вывалила на столешницу, кажется, невероятно много. На самом деле, кое-что я расхламлю, и в остальном это уход за всем, за телом, за лицом, за волосами. Ну а теперь начинаю уже обустраивать ящик. Кстати, здесь все органайзеры IKEA, и в том числе вот эти бамбуковые, состоящие из 3 элементов, они мне очень понравились. Они подошли по размеру к моему ящику и по наполнению. Очень хорошо все разложилось, видите, так, как я и задумывала. В маленьких ящиках под рукой всякая мелочевка, и пробники туалетной воды иногда в ванной, и мой уход для лица, то, чем пользуюсь по 2, а то бывает по 3 раза в день, ночной, дневной уход, сыворотки. Последний, точнее, ящик тоже надо довести до ума. Тут провода, зарядное устройство, фен, все вот как-то так вперемешку. Не сказать, чтобы это набросано, но не очень удобно пользоваться.
И мне не нравится организация хранения заколок. Вот оно вроде бы в этом контейнере нормально, но не очень. Первый, точнее, этап расхламления, разные средства, какие-то пробники, разные косметические продукты, либо сроки годности, либо я ими не пользуюсь, либо запах что-то у них испортился, либо уже средство закончилось. В этом ящике я тоже использую органайзеры из Икеи, в том числе набор бамбуковый, состоящий из 3 элементов. Он у меня идет именно для заколок. Пластиковый для масок. Здесь у меня фен, кстати, фен большой, я его хочу заменить, он мне не очень удобен. Также у меня здесь плетеная корзина, тоже когда-то давно в Икее покупала, и в корзиночку я сложила всякие зарядные устройства. Видите, здесь очень удобно разместить мелкие заколочки, те, которыми я очень часто пользуюсь. Не всегда вы это видите в камере, а внизу уже более такие крупные. Плюс можно там расчески расположить. Пока я их положила рядышком. В общем-то, порядок, уют, тоже небольшое расхламление из этого ящика. И вот все, что уходит на мусорку. Готов полностью порядок во всех 3 ящиках. Я рада. Мне так приятно теперь их открывать, любоваться этим порядком. И самое главное, на мой взгляд, все очень удобно располагается. Вешаю чистое полотенце. И еще один момент. Это новая свеча. Это тоже икеевская. Она очень ароматная. И мне приятно, например, когда я делаю какие-то уходовые процедуры за собой или даже просто чищу зубы, включать эту свечу, сразу и аромат, и уютная теплая атмосфера. Особенно, когда порядок вокруг, девочки. Обожаю эти моменты. И вас, надеюсь, вдохновить этим. Сейчас буду приспосабливать корзины, которые я ранее вам показывала. Я уже постирала вставочки для них, и для маленькой, и для большой. И сейчас как раз буду организовывать. Большая корзина у меня идет для белья, которое я постирала, высушила, и оно ждет глажки. Вот у меня уже солидная, кстати, партия накопилась, надо на днях будет отутюжить, но пока белье будет находиться именно в этой корзине, а не просто свалкой на диване. Вот так мне нравится гораздо лучше, можно поставить на пол. Ну а сейчас покажу, как я приспособила маленькую корзину. Небольшая у меня переорганизация на чайной полке. Вот знаете, открываю, и верхняя полка не дает мне покоя. Покупать какие-то баночки я не хочу, потому что есть такие предметы, то есть такие продукты, которые не всегда повторяются. Поэтому вот если чай, он всегда повторяется, и кофе, да, поэтому у нас баночки под них. А здесь грудной сбор, мы там попользовались, я запасы какие-то его не делаю. Какао. В целом сейчас мне нравится аккуратненько все. У меня там на задних рядах спрятаны жестяные баночки, их тоже, может, потом заменю. И основное вот то, что вот создавало такой эффект неряшливости, все это я убрала в эту корзину. Единственное, еще куплю банку для детского какао. Вот его я точно пересыплю, но пока не найду подходящей баночки. И тогда уже будет совсем все красиво. В общем, небольшие такие нововведения, но они так тоже, знаете, поднимают настроение. Плюс у меня здесь небольшие изменения на столешнице. Я добавила корзину, в которой у меня хранятся чистые полотенца для рук. Точнее, не для рук, а именно кухонные. И дощечки тут я ими то подаю, то там еще что-то, и просто для красоты. Плюс у меня здесь поднос с кружками. Дело в том, что мы постоянно, они у нас в ходу в течение дня, и убирать их куда-то пока неудобно. Убрал, потом опять достал, поэтому в течение дня вот здесь кружки стоят, чистые стоят кружечки, и пресс-заварники, потому что постоянно что-то завариваем. Очень милые, красивые такие праздничные покупки.
Я не знаю, мне кажется, я покупаю и думаю, все, это последнее к этому Новому году, но потом иду и еще мне что-то нравится. Но пришло время обновить наши украшения новогодние. Очень понравилось вот это украшение, подвеска. Причем я не знаю, буду ли я ее на елку вешать или оформлю что-то другое. То есть какую-то композицию. Очень красиво. Смотрите, как переливается. Сочетание серебра и золота. Хорошенький очень цветочек. Далее немного сказки. Хрустальный башмачок. Вот стояла в магазине и думала, взять парочку или все-таки одну. Пока купила одну, что-то мне подсказывает, что я еще за одной пойду. Очень красивая хрустальная туфелька. Мне это, конечно же, напоминает хрустальный башмачок. Сказка, детство, не знаю, праздник, чудо какое-то. Тоже, видите, можно повесить на елочку, можно поставить как такую самостоятельную фигурку, создать композицию. Ну и к туфельке корона. Это стеклянная корона. Это на самом деле подсвечник для свечи, маленькой таблетки. Думаю, их как-нибудь вместе обыграть. Хочется, знаете, настоящей сказки. Хочется погрузиться вот в тот самый мир детства. Очень понравился вот этот шарик. Здесь такая композиция, елочка, снеговичок такой добрый, малыш, шарики, даже поблескивают листики, тут снежинки. Ну и внутри получается такой олененок, Дед Мороз с подарками. И если его вот так подержать, то, конечно же, там будет искрящийся снежок. Причем есть вот как-то такие редкие хлопья, а здесь они прям воздушные и искрятся так хорошо. И небольшой, но я поставлю себе на рабочий стол, мне очень понравился этот шарик. Так, дальше у меня здесь 4 подставки для свечей. Еще смотрите, какая прелесть, бычок. Он даже так красиво упакован в подарочек. Сейчас достану, покажу вам. Вот какая милота. Вот эта улыбка, глазки-стразики, розовый бантик малиновый, такой хороший бычок, такой миленький, тем более год быка. Я вообще не любитель покупать фигурки под год того, чей год будет. Не люблю. Но этот, такой очаровашка. Я его планирую в кухне разместить, как раз малиновый бантик. Будет радовать нас весь год. Такой хорошенький, мне очень понравился. В общем-то, из новогодних украшений все. Не все, вот еще птица. Тоже очень красиво, но эту птицу выбрал Андрей. Мы вместе с ним заходили в магазин, он говорит: мама, смотри, какая птица, он хочет ее на елочку в их комнату повесить. Такой красивый очень голубь. Так что да, это Андрюшка выбрал себе. И 2 покупки для кухни. Хлебницы. Наконец-то я выбрала. Причем сначала я выбирала на Алиэкспресс, но потом увидела на Озон, решила взять все-таки на Озон. Вот такой красивый цвет. У меня такого же цвета емкости есть. Но я не под емкости брала, а просто он такой нейтральный. Она вся такая круглая, по размеру подходящая. В общем, такой жестяной ящичек. Ручка удобная, незамысловатая, то есть не надо ничего, тут очень легко поднимается, опускается. Думала либо разместить на столешнице, либо на подоконнике. Но мне кажется, скорее всего, она будет стоять на подоконнике, там попрохладней от окна воздух идет. В общем, как-то так. И блюдо. Ранее на Озон я покупала прямоугольную форму, тоже этого бренда, такой же расцветки. И теперь купила круглую. Она мне понравилась. С ручками. Она такая симпатичная. Можно на стол поставить. Так, бренд Лорайн. Вот как, Лорайн. И эту круглую форму я вместо вот этой силиконовой. Она мне ужасно не нравится. Она слишком мягкая. Так что вот эту форму все на выброс, а вместо нее красивую круглую.
У меня еще, видите, много стеклянных форм под разное блюдо. Вот есть прямоугольная форма стеклянная, она идет очень удобно для лазаньи. Есть вот еще круглая стеклянная большая, например, там для яблочного пирога или там грушу, ну какую-то ягоду, какие-то фрукты. Вот маленькая форма стеклянная для кекса, две круглые для запекания овощей с мясом, в зависимости от количества. То есть поменьше это на семью, побольше это если, например, гостей пригласили, я что-то делаю. Есть вот такая малютка форма, тоже что-то такое запечь на раз. И силиконовая форма, тоже люблю в ней кексы. Это формочки для печенья. Формочка для вафель, боже мой, там еще какие-то вот эти. Здесь у меня фигурки тоже для печенья и сердечки тоже печенье вырезать. Есть еще вот такие, но я ими все реже и реже пользуюсь, поэтому, возможно, скоро я их ликвидирую. Ну и, в общем-то, вот эта форма теперь. У нас уже появилась елочка у мальчика в комнате. На самом деле я не сторонник раннего новогоднего декора, тем более ставить елки, но я не знаю, что в этом году происходит. Андрюшка у нас просто стал упрашивать: мама, ну давай уже, смотри, в магазинах все блестит, сияет, мы опоздаем, давай поставим елочку. Я его отговаривала, я говорю, давай, говорю, 1 декабря и мы ее поставим. Нет. Ну, я так прикинула, елочка небольшая, место есть в детской. Думаю, ну ребенок просит. Ну, когда еще он будет такой просить? Тем более дети быстро растут. Я думаю, что совсем не за горами тот момент, когда им уже будет все равно до елок. Поэтому решила, ладно, достанем одну маленькую елочку. Поставили им в комнату, она здесь и будет стоять. Единственное, еще никак ее не украшали. Я тут все оттягиваю этот момент, потому что, мне кажется, слишком рано. Но Андрюшка постоянно: мама, принеси украшения, мама, принеси украшения. Так, а еще у нас вот такие новиночки. Сразу хочу сказать, девочки, покупала в местном магазине. Называется у нас, кто из Калининграда, Биеннале. Я не знаю, где можно такое достать. Посмотрите на Озоне, может быть, потому что когда я показала в Инстаграме вот этот мини-камин, это был взрыв. Меня закидали в директ сообщениями, где можно купить. Слушайте, девчонки, я честно, я не думала, что он вызовет такую симпатию, потому что мне казалось, это такой, знаете, это даже камином-то сложно назвать. Смотрите, какой он крошка, такой светильник, камин-светильник. Но все же, да, имитация камина, он работает на батарейках. А теперь смотрите прикол. Камин стоит, вот этот, 700 рублей. Кстати, камин купил себе Андрюша на свои личные деньги. Ему дарили деньги на день рождения, он у нас запасливый мальчик, лишнее не тратит. А я ему показывала фотографии, я говорю, смотри, есть такие штучки. Я вообще ему показывала домик, но в кадр попал камин случайно. Они просто вместе стояли в магазине, там разные домики. Я мальчикам показывала, говорю, давайте какой-нибудь домик купим. Андрюша увидел камин, я, говорит, хочу камин. Я говорю, не планирую. Я, мама, за свои деньги куплю. Ну окей, за свои деньги покупай. 700 рублей камин. А в него батарейки огромные такие, 3 штуки. Каждая батарейка, самая дешевая, 150 рублей. То есть прикидывайте, камин 700, 3 батарейки, 450 рублей. Я говорю, так, экономно его включаем, а то батарейки слишком дорого обходятся. Так, давайте я его включу все-таки, а то кручу-верчу его. Покажу вам, что он из себя представляет. Ну, в общем-то, да. Имитация камина, конечно, прикольно. Это хорошо смотрится. Я предложила мальчикам поставить под елочку сюда. А может быть, потом мы поставим и под большую елочку. Здесь, может быть, как-то украсим. Посмотрим. Ну, прикольная штука. Она в темноте хорошо светится. Интересная. Я же выбрала вот такой домик. Ступеньки, вход.
получается окна. Дальше мы крутим, здесь тоже окна. И здесь на замочке дверь. Слушайте, домик сказка просто. Открывается дверь, а здесь на 2 батарейках, конечно же, идет у нас LED-подсветка. Сейчас мы ее включим. Закроем дверь, развернем домик. Как он светится. Вечером особенно здорово. Я думаю, тоже вот этот домик поставить под большую елку, когда она к нам приедет. Это маленькая сказка. Мы будем собираться возле него, возле елочки, выкладывать наши книги зимние, укутываться пледом и читать, и просто быть в кругу семьи. В общем, такие планы. Надеюсь, все реализуется. Ну а теперь надо привести порядок в прихожую, разобрать рюкзаки. Знаете, я, может быть, так особо и не парилась с этими рюкзаками, но прихожая у нас узенькая, не такая уж большая, не широкая, поэтому не хочется ходить и спотыкаться об эти рюкзаки. Также раскладываю аксессуары. Помните, я говорила, у нас стоит корзина, когда мы приходим, естественно, никто не хочет там все сразу на место складывать, все закидываем шарф, шапку, перчатки вот в эту корзину. А я уже потом беру ее и все раскладываю по органайзерам, по местам. Мне это, в принципе, не составляет большого труда, плюс потому, что на следующий день мы можем что-то другое надеть, и чтобы это не скапливалось. На самом деле это делается уже на автомате, очень быстро, как правило, на фоне я с кем-то общаюсь по WhatsApp, то есть я совмещаю дела и для себя, и вот для дома, так что не могу сказать, что я там перетрудилась или очень много времени на это потратила. Но зато разгрузила корзину, складываю тоже что-то лишнее по местам, кроме одежды верхней. Обувь раскладываю, потому что мне сейчас надо будет убрать ковер, тут все пропылесосить. Честно говоря, уже порывалась убрать этот ковер вообще, потому что его надо пылесосить, за ним надо ухаживать. С одной стороны, без ковра, конечно, проще в плане ухода. Но все-таки ковер этот сделал дело, ради которого мы его здесь постелили. Он задерживает весь песок и грязь. Дети на нем снимают обувь, ну мы тоже. И вот этот, знаете, мелкие камни песка там не раскатываются по всему коридору, как это было раньше. Они задерживаются вот в этом ворсе. Главное только вовремя убирать это, пылесосить. Но вот пылесосить этот коврик не очень. В общем, есть свои плюсы, ради которого стелился ковер, но есть и минусы. Вот мне приходится такое все проделывать, чтобы хорошенько тут убрать. Но я это делаю не раз в неделю, я это, не знаю, по-моему, вообще всего второй раз делаю после того, как мы вообще его постелили. Заканчиваю я уборку в прихожей, все убрала, почистила, разложила, можно сказать, все готово. А таким образом я сушу уже вымытые элементы 2 беспроводных пылесосов, все помыла, обрабатываю хозяйственным мылом. И у меня для обработки частей пылесоса вот есть свое вот это полотенце, на котором они сейчас сохнут, сушилка, и своя губка. То есть этой губкой я только эти предметы мою и хозяйственным мылом. Помыла, выложила на это полотенце, пол с подогревом, оно очень быстро все просыхает. Стараюсь раз в 2 недели стабильно прочищать, промывать вот фильтр, ковш, в общем, все, что можно промыть, все, что можно почистить. Но сейчас обычное дело, собираю вещи с сушки, буду их раскладывать, в том числе у меня здесь 2 пары брюк, и захотелось с вами поделиться интересным способом, как быстро сложить брюки. Я вам покажу свой любимый классический способ, которым я уже много лет складываю брюки, и покажу новый способ. И мы сравним, какой лучше смотрится, какой более проще, интереснее. Сейчас я складываю своим привычным способом. Здесь все просто. Подгибаю в несколько раз, и такой способ позволяет брюки хранить как в горизонтальном положении, так и в вертикальном. А вот второй способ. Одновременно беретесь 2 руками за брючины и одновременно их складываете
Ничего сложного, на самом деле происходит это все очень быстро, и таким способом тоже брюки хранятся как горизонтально, так и вертикально. Ну а вы, если знаете такой способ или складываете, вообще поделитесь в комментариях, какой способ вам удобнее, какой способ вам больше нравится в итоге. А как я складываю джемпера, свитера, тоже очень просто. Складываю сначала одну половинку и рукав, затем вторую, а потом по типу как брюки. У меня получается в 3 раза. И тоже такое хранение позволяет как горизонтально расположить, так и вертикально. Наконец-то я присела за сегодня с минералочкой. Я не знаю, мне так нравится эта колючая водичка, минералочка. Прям, знаете, особенно когда хочется пить, газировка, вот именно минеральная, не сладкая водичка, а именно минеральная. Она еще такая, знаете, слегка солененькая, в общем, классно. Очень рада была, что вы заглянули в гости, что мы с вами так хорошо провели время, надеюсь. Ну и буду вас снова ждать. От вас же, как всегда, лайк. Прям всем, кто это делает, кто не забывает. Ну и, конечно, в свою очередь, я хочу вам пожелать, искренне пожелать душевного равновесия, приятных эмоций, побольше приятных эмоций. Вот учитесь, не хочется, вот попытайтесь улыбнуться, насладиться какой-то вот мелочи. Это, между прочим, в привычку войдет у вас. Сначала вы будете как будто бы заставлять себя, а потом вы начнете подмечать, что вы уже сами пытаетесь найти, чему же порадоваться. О, я вот этому порадовалась. И у вас это постепенно войдет в привычку. И уже спустя какое-то время вы не будете заставлять себя, да, чему-то радоваться. Вы начнете действительно радоваться всяким мелочам. И я вот вам это искренне желаю, привить эту привычку. Потому что, еще раз, трудности у всех у нас есть. Просто, например, я ими не делюсь. Вот и все. А это не означает, что у меня все шикарно, гладко, идеально. Нет, у меня не идеально, девчонки. И иногда и ленюсь, и ничего не хочется делать, и апатия наступает. Все это есть. Вот. Но мы должны это как-то баланс держать. Тут плохо, а здесь мы будем радоваться. Вот как-то так. Ладно, все, заглядывайте еще. Пока. I said I loved you, but you let go. I waited for hours, but you never showed.